Всем привет, подписчики, просто гости канала Кастомайзер. Я продолжаю работать над расширением своей двенашки. Как вы могли заметить, расширение заднее, которое на двери, установлено на свое место. И также оно покрашено в белый цвет, но это алкидная краска. Покрасил я ее для того, чтобы снимать с нее матрицу. И сейчас я делаю последние такие замеры, примерки, после которых я уже буду снимать матрицу. Также здесь видно невооруженным глазом такие трещины, паутинки, которые образовались в нижней части, где я делал изменения. Это, скорее всего, из-за того, что здесь подложка, так скажем, основание, сделана из монтажной пены, и поверх нее нанесена шпатлевка. Из-за мягкого основания появились такие трещины. Но это не особо, так скажем, важно, так как это будет черновая матрица моего расширения. А уж потом с готовой черновой детали я буду снимать уже чистовые матрицы с внесением всех корректировок, чтобы не было никаких там трещинок или же ямочек. Также здесь укажу на свои ошибки, такие как вот подтеки краски. Красил первый раз, так что особо не ругайтесь в комментариях. Это я уберу сейчас канцелярским ножом. Почекаю, срежу вот эти наплывы. Также для снятия матрицы я подготовил вот данную внутреннюю поверхность. Ее увеличил для того, чтобы также снять с этих частей матрицу. То есть это будет одна сплошная деталь, чтобы в будущем здесь подрезать столько, сколько нужно. Короче, я здесь сделал с запасом. Также и по нижней части, вот в этом месте, сделал такой нарост во внутреннюю сторону, чтобы в будущем сделать все по уму, чтобы здесь было все красиво, без никаких склеек. Просто подрежу столько, сколько нужно. Потом уже будет здесь установлен подкрыльник. Что же касается заднего расширения, которое идет на крыле, я уже начал с нее снимать матрицу. Получается, данная деталь будет состоять из 4 частей матрицы. Так как деталь сложная, и боюсь, если я сделаю меньше таких частей, потом я саму деталь не смогу извлечь из матрицы. И чем больше замков, тем легче будет извлечь деталь. Вот здесь, к примеру, тоже сложный момент. Здесь идет углубление. Сделал так, чтобы вот этот кусок, угол, снимался отдельным элементом. В этот раз я снимаю матрицу по технологии, используя гель-коут, стекловуаль и по возрастанию стеклоткань. Стекловуаль особенно помогает вот в таких сложных моментах, где идет сильный изгиб. И вот она очень хорошо все обтекает. И надеюсь, у меня все получится снять хорошую, так скажем, черновую матрицу, чтобы ее потом не переделывать, так как я очень много сил вложил вот в это расширение, и не хотелось бы, чтобы у меня все скатилось на ноль. Как застынет смола, я буду снимать отбортовку и делать уже здесь другую отбортовку для второй части матрицы, и уже будет здесь финальная 4-я часть, такая большая и обширная. Сейчас я думаю над тем, как снять матрицу с данного элемента расширения. Снимать матрицу с установленного элемента расширения на двери, вот в таком положении снимать матрицу, или же ее снять и отдельно от всего автомобиля снимать матрицу. Объясню сейчас почему. Так как дверь имеет такую круглую форму, и расширение, когда я устанавливаю винтики, она полностью прижимается к двери и повторяю ее контур. Но когда я снимаю расширение с автомобиля, если на автомобиле она установлена вот так, я когда ее снимаю, то она немного выпрямляется. И если я сниму матрицу с выпрямленной деталей расширения, то и черновые детали у меня получатся такими выпрямленными. И когда я буду устанавливать их на дверь, на запланированное место, то они также будут прижиматься плотничком к двери. И мои опасения таковы, что
в местах, где будут ребра, там будут идти заломы и, возможно, будет некая деформация. Но это мои страхи, мои опасения, чтобы потом не переделывать. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете о моих опасениях, обоснованы ли они, или же я сам себе тут стою и накручиваю. Кто разбирается в этой теме, пожалуйста, напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Итак, расширение бампера. Матрица будет состоять из 3 частей. Первая и самая большая, это у нас вот эта наружная ее часть, которая будет захватывать и верхнюю ее часть. Вторая часть матрицы черновой, это у нас будет вот здесь. Ну и третья часть матрицы будет внизу. Таким же образом сделано и правое расширение бампера. Итак, ребят, занимаюсь задним расширением, часть, которая идет на заднем крыле. Отбортовку здесь частично снял, все снимается отлично, разделительный состав работает хорошо, гель-коат отыгрывает на все 100%, отпечатывает все до единой мелочи. Далее здесь отбортовка из картона, приклеил термоклеем и обклеил ее малярным скотчем, картонку. И сейчас буду наносить разделительный состав, потом гель-коат. И, конечно, переднее расширение бампера, нижнюю часть тоже нанесу гель-коат. Гель-коат нанесен по всей поверхности будущей части матрицы. Также и, как и говорил, вот на этих местах боковых расширений. И вот так нужно сделать со всеми частями черновых матриц, со всеми частями расширений. Итак, прошла ночь. У нас гель-коат имеет такую консистенцию. Он липкий, но не морается палец. Это называется состояние гель-коата на отлип. И уже его можно будет укреплять стекломатериалом. Здесь точно так же. Так что сейчас под солнышком буду это все дело укреплять. Получается, нанес стекловуаль первым, так сказать, слоем. Это у нас расширение бампера. Она застыла. Здесь уже стекловуаль я нанес, и я уже ее укрепляю стекломатериалом. Как можно видеть, вот. Но это с этой части. А здесь вот она, стеклоткань. И скажу, что это дело не быстрое, так как здесь форма такая, скажем, непростая. Кисточкой сидеть, это все пропитывать. И на все про все, скажем, пропитка стекловуали, стеклоткани. Здесь стекловуаль у меня ушло где-то часа 3. Но это просто небольшое такое отступление, так сказать, момент, сколько времени примерно будет уходить, если вы будете заниматься вот укладкой стекломатериалов вручную. Как вы могли видеть, убрал отбортовку здесь и по краям здесь и здесь. Сделал новую отбортовку, ее обклеил скотчем и также уже нанес разделительный состав. Камера передает или не передает. Деталь уже не глянцевая, а можно сказать матовая. Также здесь заделал отверстие, чтобы гель-коат не просачивался. И это будет уже финишная такая часть, пятая, самая большая часть этой детали расширения. Также и по переднему расширению, как вы можете видеть, здесь я отбортовку убрал. И эта часть, которая уже из стекла пластика, будет играть роль отбортовки. Здесь также уже нанесена разделительная составляющая. Сюда также нанесу гель-коат, после чего буду уже укреплять и
эту часть расширения и расширение на бампере. Также, ребят, попрошу оценить качество звукозаписи в комментариях. Записываю сейчас звук через микрофон. Гель-код нанесен здесь, гель-код нанесен и там. Теперь для того, чтобы продолжить работу, нам нужно это расширение установить вот сюда. Так, и нужно включить свет. Вот так лучше. И работа над этим задним расширением заключается в том, чтобы сделать наращивание по этой внутренней части арки, как и на левой стороне. А для этого нужно будет снять колесо, приподнять заднюю часть автомобиля для удобства работы. И буду пользоваться термопистолетом, ПВХ-пластиком, картоном, скотчем, карандашом. В общем, вся такая работа будет незамысловатой. И потом покажу, что уже получится. И ненавязчиво напоминаю поставить лайк этому видео, если вы забываете это сделать. И по расширению заднего крыла левой стороны у нас такая картина. Здесь нанесен один слой стекловуали и один слой стекломатериала. Но в некоторых местах стекловуаль, где идет сложный такой момент, я наносил туда его больше, чем один слой, так как нужно все углы отыграть, обыграть и так далее и тому подобное. Также и со стеклотканью. К примеру, в моменте вот здесь и вот здесь, в таких углах, здесь также такой острый угол получается. Здесь больше нанес стекловуали и стеклоткани, но все равно, как бы я ни старался, вот в таких сложных моментах, сложных местах, завоздушенность осталась. Это можно было бы обойти методом мелко-мелко нарезать стеклоткань, смешать со смолой, и получилась бы такая паста. Я бы ее сюда забил. Но, так как это черновая матрица, я думаю, и так сойдет. То есть, даже здесь, если завоздушенность, после съема матрицы, думаю, никаких там проблем не будет. Да даже если будет небольшой такой кратер, его можно обойти с помощью шпатлевки. Вот так видно структуру самой стеклоткани. Это сейчас здесь отлично видно. По задумке еще, думаю, накину слой, может быть, еще 2 стеклоткани. Но не будем забывать, что это черновая матрица. Но все равно я думаю, что для черновой матрицы дополнительная жесткость не помешает. Итак, по матрице такая картина. Только что закончил обрезать все лишнее с помощью болгарки. И теперь нужно засверлиться. И, конечно, здесь убрать все эти лишние отбортовки. Все это, короче, за кадром сделаю. Как я сказал, нужно засверлиться по всему контуру, по всем частям, по всем кускам, так сказать, матрицы, чтобы я деталь эту болванку извлеку, и обратно же придется собирать матрицу, чтобы все было на своих местах. Но думаю, здесь я сделал замки. По замкам будет ориентир здесь и здесь. Ну и остальные по болтам, по отверстиям. Для крепежа буду использовать такие болты. Кажется, это М6 на ключ 10. И гайки к ним. И с двух сторон буду устанавливать вот такие шайбы. Но это сейчас будет все за кадром. Сейчас буду засверливаться и уже буду снимать матрицу. Сделал я отверстие, и крепление получается вот такого плана. Болт, 2 шайбы и гайка. И отверстий получилось 33 штуки. За кадром я сейчас сниму эту матрицу. Надеюсь, все отсоединится нормально. И это очень, так скажем, волнительный момент. И это первый раз я такую делаю матрицу, состоящую из 5 частей. Ладно, довольно слов. За дело. Да, еще такой момент. Нужна определенная последовательность. Прежде чем извлекать данную черновую матрицу, нужно определиться с последовательностью.
Буду снимать сначала боковые маленькие части матрицы. Например, раз, два, там 3 и здесь 4 вот снизу. И самую последнюю очередь буду вытаскивать вот данную самую большую. Здесь никаких усилений я не делал. Думаю, должно пройти все без запинки. Спустя некоторое время мучений, так скажем, в кавычках, я извлек матрицу. И сначала давайте поговорим о болванке, об этой форме. В целом, извлек я ее нормально. В целом она целая. Но та часть, которую я добавлял, делал здесь арку шире, ее вырвало, то есть она осталась в матрице. И как можно видеть, здесь краска и слой грунта также отклеились от болванки. Она осталась на матрице. Так, что здесь еще какие моменты? Ну, в принципе, все. Еще моменты здесь гель-коат остался, то есть нужно будет чуть-чуть доработать получившуюся черновую матрицу, но я доволен результатом. Не зря я назвал черновой матрицей, так как там действительно нужно кое-где подшпатлевать, возможно, кое-где подшкурить, избавиться от острых углов. Итак, это у нас болванка, а это черновая матрица. И теперь поговорим о ней. Какие моменты здесь самые такие трудные в будущем. Это будет здесь. Как можно видеть, здесь куски гель-коата остались на болванке. И здесь образовались такие кратеры, которые нужно будет потом в дальнейшем шпатлевать. Здесь также. И там в углу. В остальных местах все здесь четко, аккуратно. Все здесь отлично. Я доволен проделанной работой. Как можно видеть, здесь все, стыки все подходят. Болтами в пару местах зафиксировал. Так что вот данные места крепления тоже нормально отпечатались. И я думал, вот это самое трудное будет место ее отсоединить. Но оказалось совсем наоборот. Самое легко снялась вот это маленький уголок. Здесь все хорошо. Да, и как можно заметить, здесь на черновой матрице осталась краска и грунт. Ребят, напишите в комментариях, как можно избавиться от нее, как ее удалить с черновой матрицы, не повредив вот гель-коат. Потому что, я думаю, я успею прочитать ваши комментарии до того, как буду уже приступать к работе по очищению краски и грунта. То есть сейчас остался вот всего лишь такой маленький шажок до целой детали из стеклопластика. И вы не представляете, сколько было времени потрачено для того, чтобы вот прийти к этому. Но это еще и, представляете, черновая матрица. Нужно будет сделать еще чистовую. А это, к вашему сведению, одна из 4 самых больших деталей расширения, с которой нужно будет снять черновые матрицы, а потом уже чистовые матрицы, по которым уже буду делать чистовые детали, которые можно делать и уже устанавливать на автомобиль. Ну а эта болванка, нужно отдать ей должное, пережила очень многое. И думаю, нужно ее уже списывать, на свалку выбрасывать или же повесить ее на стену, как самая первая такая болванка от кастомайзера. Или может она еще послужит в будущих проектах. Может быть, сделаю изменения, но об этом уже будет совсем другая история. Что же касается заднего расширения, которое будет на двери, я решил с нее снимать черновую матрицу, сняв ее с автомобиля. Как можно видеть, уже разметил будущие кусочки черновой матрицы. Их будет всего 6, и опять она будет, черновая матрица, многосоставной. И сейчас буду делать отбортовку, далее разделительный состав, потом гель-коат, потом все это буду усилять стекломатериалом. Ну, короче, все как обычно. Да, и ненавязчиво напоминаю поставить лайк под этим видео, если вам понравилось. Что же касается заднего расширения с правой стороны,
по арке, по внутренней ее части я сделал наращивание. Ее зашпатлевал, зашкурил. И сейчас кое-где нужно повторно зашпатлевать. Буду выравнивать эти поверхности не прям с фанатизмом, а главное, чтобы избежать больших ямочек и кратеров. Также после очередной примерки заднего правого расширения я обнаружил такой момент, то что одна из плоскостей друг с другом не совпадает, а именно вот эта часть немного выпирает, нежели чем здесь. И поэтому здесь нужно будет также все выровнять, нанести шпатлевку и сделать, чтобы эти плоскостя совпадали друг с другом. И хочу показать вам, как выглядит арка с нарощенными элементами. Буду снимать матрицу вместе с ними. Как я говорил ранее, готовая деталь будет вот с такими арками с внутренней частью, и все лишнее я потом срежу. Вот так выглядит стык расширения заднего крыла и двери, и дальше идет арка, которая на заднем расширении. Все это брал с запасом, и также вот здесь кусочек двери тоже снизу есть нарост. Ну а на этом расширение отбортовка уже готова. Сейчас нанести разделительный состав, и дальше можно будет продолжать с нею работать. Момент несостыковки двух плоскостей, вопрос решен. Теперь здесь все ровно и аккуратно. Остается здесь сделать вот такой зазор, потому что здесь его совсем нету. Но было бы, кстати, прикольно бы смотрелось, если бы здесь оставить вот такой нулевой зазор. Смотрелось бы это интересно. По расширению бампера убрал здесь старую отбортовку и сделал уже новую отбортовку, потом гель-коат, и пойдет стеклоткань. Другими словами, работа продолжается. И на этом моменте наш выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал. Всем до новых встреч и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!